Специально для веб-сайта Sonic Metropolis. Внимание! В видео присутствует мат. Если для вас это неприемлемо... Бля... Мнение автора не истинно. Никто не запрещает вам любить или ненавидеть игры. Yosh Shadow второй по популярности персонаж франшизы Sonic the Hedgehog по большинству опросов. Неудивительно, комьюнити неоднократно показывала свою однозначную любовь к персонажам по типу Badass. Shadow на данный момент своего существования фактически отвечает всем требованиям типичного антигероя. Мрачная физиономия, практически антипод главного героя, почти равный тому по силам темное прошлое и необозначенная сторона в конфликте. Однако, был ли Shadow таким в Adventure 2? Планировался ли он быть таким, или же развитие повлияло на него подобным образом? Shadow повезло быть одним из двух персонажей серии, которые качественно развиваются. Второй это Tails, и по отношению к нему, оборачиваясь на Forces, говорить это с такой уверенностью я уже не могу. Раскрою сразу все карты. Shadow из Adventure 2 совсем другой персонаж, чем тот Shadow, которого мы знаем по современным играм. Плохо ли это? Многие считают, что да, объясняя свою позицию тем, что Shadow как персонаж деградировал. Я не полностью согласен с такой позицией, и позже объясню почему. Однако главной темой этого видео является именно тот Shadow, с которым игроки впервые познакомились в 2001 году. Sonic Adventure 2 – гениальная игра. У нее море недостатков, но она вызывает столь положительные эмоции и учит столь нетривиальным вещам, при этом будучи до безумия стильной и family-friendly, что я не удерживаюсь возвращаться к ней по крайней мере раз в год. И я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что Shadow – самое большое достижение сюжета этой игры. Это был гениальный во всех смыслах персонаж, и сейчас я объясню почему. Что, блять, не так с этим интро? Мы не о ТСР говорим. Я знаю, что многие люди любят Shadow и называют его своим любимым персонажем. Вопрос к таким людям: почему он вам нравится? Ваш ответ, вероятно, будет потому, что он крутой антигерой. И я полностью пойму эту позицию, он ведь позиционировался как несломимый антагонист, который всегда побеждает и весь такой из себя злой антагонист. Так ведь? А что если я скажу, что нет? Позвольте продемонстрировать трейлер Sonic Adventure 2. 現在移送中の容疑者はさあハリネズミがいません。搭乗した仲間が全員さあ報告しろ。
обосрались? Что пытался сказать демонстрацией этого трейлера? То, что изначально Shadow должен был захватывать не столько своим мощным характером, сколько некой ужасной тайной, стоящей за ним. Он должен был быть не то чтобы антагонистом, но попросту незнакомцем, история которого интриговала бы и пугала. Я имею в виду, разработчики не раскрывали Shadow до самого конца, совсем не показывали геймплея за него, лишь изредка уклончиво демонстрируя его в трейлерах. Получилось ли у них создать мрачную загадку? Определите свой ответ для себя самостоятельно, я же считаю, что да, вполне. Shadow и вправду интриговал и пугал своим происхождением. Увы, сейчас прочувствовать этого фактически нет возможности, ведь теперь Shadow лишь массовка для сониковских историй, наравне с Тейлзом, Наклзом, Эми и другими. Однако, каким он был тогда? Совершенная форма жизни. Давайте изучим его. Первое, что стоит проанализировать, его дизайн. Думаю, спорить с тем, что японцы мастера дизайна, не станет никто. Что же, посмотрим на Shadow детально. Первое, что бросается в глаза – цвет. Черно-красный и небольшая примесь белого. Черный – символ мрака и печали. Он символизирует темное происхождение и мотивацию. Красный – цвет эмоций. В примеси с черным дает понять о доминанте мрачных эмоций у Shadow – ярости, злобы, мести. Белый здесь применяется в виде эдакого фартучка, который подчеркивает своеобразное высокое происхождение Shadow, как следствие его высокомерия. Далее обратим внимание на лицо. Одно слово – злодей. Shadow почти всегда рисуется в перспективе снизу вверх. Это подчеркивает, опять же, высокомерие персонажа, к тому же в такой перспективе он вынужден смотреть сверху вниз, что является знаком презрения. Колючки на голове несколько приподняты, опять же знак высокого происхождения. Но самое гениальное в этом дизайне – эти ебучие ботинки. Вы никогда не обращали внимания, как Sonic Team пытается дать каждому персонажу уникальную анимацию бега? Это отлично дифференцирует персонажей между собой. С Shadow они решили не уступать традициям, и о боже, насколько же эти ботинки стильные. К тому же, это позволяет установить некий баланс. Shadow равен по скорости Сонику, но поскольку Соник считается быстрейшим живым существом, этот факт должен вызвать диссонанс. Эти ботинки как бы делают из Shadow эдакого читера, таким образом позволяя не ломать канон. Ну окей, дизайн мы разобрали, он охуенный. Перейдем к непосредственной истории, характеру, ну и всему прочему. Shadow – совершенная форма жизни, созданная на космической колонии Арк ради защиты человечества. Первое, что привлекает внимание – название колонии, которое дословно переводится как «ковчег». Я думаю, нет особого смысла интерпретировать это название. Shadow имел всего двух близких для себя людей. Своего создателя, профессора Джеральда Работника, и его внучку Марию. Мария и Shadow были не разлей вода. Фактически, она была его единственным другом, которого он ценил сильнее всего на свете. Время шло. Shadow задавался одним вопросом за другим. Зачем он был создан? Каково жить там, на Земле? Он не знал ничего. Не знал правил, морали, традиций, жизни. Изолированный и одинокий космос – вот все, что знала совершенная форма жизни. Мария была в той же ситуации. С самого рождения она жила в колонии, и так же, как и Shadow, никогда не была на Земле. Вероятно, именно поэтому она и Ёж так привязались друг к другу. Общая мечта объединяла их – побывать на Земле, увидеть траву, услышать поющих птиц, почувствовать дуновение ветра. Shadow верил, что когда он попадет на Землю, возможно, он поймет свое предназначение. Почему же ты несчастлив теперь? Ты ведь там, где так долго хотел побывать. Проект Тень. Так называлось исследование по созданию совершенной формы жизни. Арк – особая колония. Будучи фактически изолированной от Земли, правительство не получало много информации о том, что происходило там. Но подозрения множились. Сперва жители колонии связали с агрессивными пришельцами с неизвестной целью. После создали орудие массового уничтожения, нацеленного на Землю. Проект Тень стал последней каплей. Исследовательскую колонию Арк необходимо было закрыть. Группа солдат высадилась на колонию. Официально их целью была проверка, но была проведена массовая чистка. Ученые были взяты под стражу, многие были убиты. Но совершенная форма жизни была спасена и выпущена на Землю. Спасательная капсула была найдена, но совершенная форма жизни уснула внутри беспробудным сном. Капсулу изолировали и заблокировали на долгих 50 лет.
Через 50 лет Шэдоу проснулся вновь. Первым, кого он увидел перед собой, был доктор Эггман, имеющий лишь одну цель – захватить весь мир. Пользователя ввести пароль. Мария! И, наконец, поместить изумруд хаоса. Что? Ты? Шэдоу говорит, что отблагодарит Эггмана за спасение и атакует военного робота. Шэдоу начинает охоту за изумрудами хаоса ради неизвестных целей. Тяжелые воспоминания гложут его. How pathetic. Find them before they escape! Maria! What? Shadow, I beg of you, please do Maria! it for me. For all the people on that planet. Sayonara, Shadow the Hedgehog. I still remember what I promised you. For the people of this planet, I promise you. Revenge! Шэдоу никогда не найдет цели в жизни. Он был создан для разрушений. Все, что он несет, это смерть. Что ему остается? Он задается единственной целью – исполнить последнюю волю своей погибшей подруги. Последнее обещание, которое он ей дал. Таков единственный смысл его жизни. Месть. Мария погибла при захвате Арка. Цель, которую Шэдоу преследовал, более не имеет смысла. Все, чего он хотел, побывать на Земле вместе со своим другом. Но он лишился всего. И так начинается первый уровень за Шэдоу в истории серии Sonic. В нем особо нет ничего примечательного, кроме музыки на фоне. Композиции для Шэдоу писали два разных автора, Джун Синуа и Эверетт Брэдли. Джун Синуа отличный музыкант, который знает свою работу, но гораздо лучше, как по мне, персонажа Шэдоу прочувствовал Брэдли. Vengeance is Mine, играющая во время этого уровня, неплоха, однако, по моему мнению, акцентируется лишь на злобе Шэдоу, игнорируя его отчаяние. После уровня происходит сцена, где мы впервые слышим тему Shadow Throw It All Away, написанную Брэдли. Предлагаю оценить.
Я обожаю саундтрек в Сониках. Меня всегда восхищало, как в Сониках любая эмоция превращалась в динамический и быстрый саунд. Брэдли отлично прочувствовал Shadow. Сколько боли, отчаяния и ярости звучит в Throw It All Away. Более того, в песнях Брэдли есть одна нетипичная фишка. Текст выражает мысли лирического персонажа, зачастую Shadow. Посему я ввожу постоянную рубрику «Анализ саундтрека». О чем же нам говорит тема Shadow? Сперва идет мрачная часть, где Shadow злобным голосом угрожает условному человечеству. Он утверждает, что сопротивление бесполезно. Также присутствуют строки о неких неразведанных далях, ради которых Shadow не остановится ни перед чем. Я думаю, что здесь речь идет о желании Shadow побывать на Земле, которое он вроде как успешно исполнил. Далее идет лирическая часть, где лирический персонаж обращается к некой темноте, умоляя ее отбросить все. Как аргумент он предъявляет то, что она непобедима и несломима, но обречена жить вечно, сражаясь со светом раз за разом. Обожаю, блять, поэзию. Тем временем на фоне постоянно возникает крик «Проснись!», что отсылает нас к его пробуждению в начале игры, все правильно. Хочу обратить внимание, что источником силы Shadow является далеко не ярость и не желание отомстить. Так подумали создатели сериала Sonic X, показав Shadow беспросветным ублюдком. Но факт в том, что Shadow совсем не такой. Shadow не зол, он не хочет мести. Им движет отчаяние и безысходность. Он не знает, для чего был создан, и лишь выполняет последнюю волю своего погибшего друга. Shadow из Adventure 2 никогда не был злодеем, и я на этом буду акцентировать внимание еще не раз. Но мы отвлеклись. Shadow крадет один из изумрудов хаоса, но встречает странного, похожего на него ежа. Этот еж, Соник, притворитесь, что вы его не знаете, преследуется военными, которые спутали его с Shadow. Соник атакует Shadow, но не может даже коснуться своего антипода. Далее Shadow телепортируется домой, применив хаос-контроль. Там он встречает Эгмана, которому Shadow рассказывает об Эклипс-пушке, орудии массового поражения, способному уничтожить целую планету. Однако, для зарядки этого орудия нужно собрать все 7 изумрудов хаоса. В диалог врывается летучая мышь Руж, воровка, которая говорит, что поможет найти изумруды в обмен на детектор главного изумруда Эгмана. Так команда зла полностью укомплектована и готова к бою. Сейчас у них уже 3 изумруда. Руж сообщает, что еще 3 на острове Prison Island, на котором ранее содержался и Shadow. Таким образом, злодеи совершают массированную атаку на остров. Пока Эгман отвлекает внимание военных, Shadow устанавливает на острове бомбу с таймером на 15 минут, а Руж пробирается в хранилище и достает изумруды. Однако, Руж была замечена и заперта в хранилище. От безысходности она позвонила Shadow и попросила о помощи. Тот поначалу презрительно воспринял ее просьбу, но потом на него нахлынули воспоминания. This is Rouge. I've got a small problem. I can't believe that I'm trapped inside this locked safe with a Chaos Emerald. I guess I won't be able to call myself a treasure hunter anymore. Начинается второй уровень за Shadow. Он выглядит точь-в-точь как аналогичный у Соника, но у Shadow идет дождь, типа мрачнее. Саундтрек к этому уровню писал мой любимый Эверетт Брэдли. Хочу обратить ваше внимание, что чем дальше будет идти игра, тем больше отчаяния станет прослеживаться в саундтреке Shadow. Тем менее явным будет ритм и тем специфичнее будет подбор инструментов. Я обязательно еще обращу на это внимание, а пока анализ. Этот трек называется Rhythm and Balance, ну, потому что уровень такой.
I don't wanna hear you. По тексту можно понять, что Shadow откровенно презирает испуг Руж, сравнивая ее с собой, таким образом, как бы говоря, твои проблемы ничто по сравнению с моими, твой испуг жалок, а слабость ничтожна. По дороге Shadow встречает Соника и вступает с ним в схватку, и с которой победителем не выходит никто. Не потому что они умерли, а потому что потекали, чтобы не умереть от взрыва. Shadow достигает хранилища и спасает Руж, применив хаос-контроль. Теперь у злодеев 6 изумрудов. Применив их, Эггман выстреливает из Эклипс пушки в Луну, поставив человечеству ультиматум – сдаться за 24 часа, а иначе Земле пиздец. Однако 7-й изумруд хаоса сейчас находится у Тейлза, который, как удобно, прямо сейчас вместе с Соником движется прямо на базу Эггмана. Shadow Руж необходимо проследовать за самолетом Тейлза, что они и делают. Так происходит гоночный уровень за Руж и 3-й уровень за Shadow. Этот уровень совершенно лишен эмоционального напряжения, и музыку тут писал Джон Тинуа. Да и интересных дизайнерских решений тут нет, так что плевать. Команда героев разваливает базу Эггмана, ворует шаттл и отправляется на Арк, где начинается решающая битва. Эггман берет Эми в заложники и захватывает Соника в ловушку и взрывает того. Тейлз, будучи разъяренным таким поворотом событий, дает Эггману пизды, но прошляпывает изумруд. Эггман быстро спешит установить 7-й изумруд в пушку. Тем временем Руж пытается украсть 6 изумрудов, но Shadow останавливает ее. Оказывается, что все это время она была правительственным агентом, и искала она информацию о проекте Тень. Сделайте вид, что вы этого не знали. Legend has it when all 7 Chaos Emeralds are collected, the power creates a miracle. I have 6 of them. They're mine. All mine. I don't think so. Shadow. So that was your plan from the very beginning. Or was it a direct order from the president? Now I know who you are. You're that government spy, Rouge the Bat, aren't you? So you did your homework. Is that it? I would say that's an invasion of privacy. I can say the same thing about you. It looks like things aren't quite going your way. But since my job was done, I thought it was time to take what's mine and get out of this place. You are one pathetic creature. Look who's talking. What about you? Here are the results of the research project called the Ultimate Life Form. But if this picture is of the real ultimate life form named Shadow, then exactly who or what is standing in front of me? This is Dr. Eggman. I have found all 7 Chaos Emeralds. Shit. Someone is trying to get the Eclipse cannon. There's not much time left before the cannon fires again. Can you get over there? If you want to live, leave the Chaos Emeralds where they are. The fake emerald is good enough for you. Do you actually believe that you're the real Shadow? No doubt. Even your memories might not be real, you know? Even if my memories are not real, it's still me, Shadow. And I will fulfill my promise to Maria. That's the only thing that matters to me now. Для тех, кто не понял, в чем замес, объясняю. Вон там на рисунке изображена совершенная форма жизни по данным проекта Тень. Не слишком похожа на ежа, верно? Таким образом, сам факт истинности воспоминаний Shadow ставится под сомнение. Разумеется, его это не переубедит. Он и так не имеет ничего, что ему до воспоминаний. Все, что у него есть, его последнее обещание. Кто-то пытается пробиться к Эклипс пушки. Злодеи так близки к победе, этому кому-то нельзя позволить добраться туда. Shadow отправляется в погоню, и начинается финальный уровень сюжетки злодеев. Этот уровень аналогичен оному у Соника, однако особый интерес тут представляет музыка. Этот саундтрек называется Supernatural.
what they call that. I'm the warrior. It's my way to go. Ебанутый, что ли? Я мой, блядь. Какой отсюда? Во-первых, да, ритм стал гораздо менее явным, мрачность и депрессивность композиции уже не вызывают сомнения. Но наибольший интерес, как обычно, представляет текст. Из него можно понять, что Шэдоу сомневается в том, что он совершенная форма жизни. Слова Руж вызвали у него сомнения, однако он изо всех сил убеждает себя, мотивируя свое совершенство холодными глазами окружающих и потенциалом. Далее следует финальный босс-файт с Соником. Соник все-таки выжил, выбравшись из ловушки Эгмана хаос-контролем. В этот момент Шэдоу перестает недооценивать Соника, ведь становится очевидно то, насколько они похожи. Завязывается битва, во время которой играет очередной трек за авторством Брэдли. Он называется For True Story. Слушай, я тебе сейчас реально пизды дам. Ты ебанутый? Я моюсь, блядь. Здесь, какой бы то ни было, ритм вообще пропадает. Из инструментов остается лишь странная электроника и ударная, а мрачность музыки и текста зашкаливают, превращая данный трек в максимальную точку отчаяния Шэдоу. Из здешнего текста очевидно, насколько Черный Еж сильно чувствует несправедливость к себе, насколько она его подкашивает и как сложно ему ежесекундно бороться с желанием опустить руки. Как бы то ни было, победителя этой схватки мы не узнаем. Будем считать, что ничья. Эгман вставляет 7-й изумруд в Эклипс-пушку. Злодеи победили, но Соник взрывает Эклипс-пушку извне. Герои победили, но на самом деле победитель был предрешен еще давно. What's that? That vibration? Hey, wait! Someone is coming. You haven't given up yet? No, it's all over for us. What do you mean? I just received a message from my boss. This space colony Ark is currently approaching the Earth at an incredible velocity. It probably will impact Earth. What's that on the screen? This is a death sentence for every human being on Earth. If my calculations are correct, the space colony Ark will impact the Earth in 27 minutes and 53 seconds. All of you will be destroyed, along with your beloved planet Earth. I plan to give you a taste of my revenge once all the 7 Chaos Emeralds are collected. Once I initiate this program, it cannot be disabled.
All of you ungrateful humans who took everything away from me will feel my loss and despair. I don't quite know what happened or what went wrong. Was it a mistake to create the ultimate life form? I thought it would be something that would benefit mankind, but then the military guards landed on the colony that day. They were sent to destroy the research project that I had been working on. My colleagues at the research facility, my granddaughter, Maria, I hope you are all safe. The colony was completely shut down, probably to keep the prototype from falling into the wrong hands. The Ark was shut down under the premise that there had been an accident. I found Maria's name among those who died when the Ark was shut down. She meant everything to me, and I couldn't bear the thought that she died because of my research. I lost everything. I had nothing more to live for. I went insane. All I could think about was to avenge her. Somehow, some way. I got scared as I no longer was able to control my thoughts. All I could think about was that I wanted it all to end. Based on my original projections, I was able to complete my project, Shadow. I designed its mind to be perfect, pure. I will leave everything to him. Победителем стал Shadow. Человечество обречено, и теперь ничто не сумеет его спасти. Наконец, последняя воля Марии будет исполнена. Соник, Наклз, Тейлз, Руж и Эггман изо всех сил пытаются добраться до изумрудов хаоса. Они планируют остановить их, чтобы колония перестала падать на землю. Но на их пути встает прототип совершенной формы жизни – Биолизард. Соник и Наклз не успеют победить Биолизарда. I hate it when they leave me behind. Look, it's Shadow. I really gotta stop whining. Everyone's trying their best to help out, and so must I. Shadow, we need you. Please help us. It's all going according to plan. There's no reason for me to help them. Besides, there's no way to save anyone. There has to be. I know that people fight over the most trivial things. Some people may be selfish, like the professor said. But they're basically good if they try their best and never give up on their wishes. They always have a reason to be happy. That's why you should help them out. Saving them is a good thing. Shadow, I beg you, please do it for them. Give them a chance. Shadow, I beg of you, please, do it for me. For Maria! the future, for all people who live on that planet, give them a chance to be happy. Let them live for their dreams. Shadow, I know you can do it. That's the reason why you were brought into this world. Sayonara, Shadow the Hedgehog. I promised her, and I must keep that promise. That's what Maria wished for. I've got to go now. I have to keep my promise to Maria and you. В этот момент становится очевидно, что воспоминания Shadow были изменены. Настоящей волей Марии было спасение человечества. В отчаянии, со слезами на глазах, Shadow стремится исправить свою ошибку. Это предпоследний босс игры, где Shadow сразится со своим прототипом, Биолизардом. Музыку к этой игре писал Брэдли, потому к анализу. Should
заебал! Во-первых, хочу обратить внимание на очень явный ритм и адекватные инструменты в этом треке. Это говорит нам о том, что Shadow наконец нашел свое призвание и восстановил свою психику. Отчаяние больше не гложет его, и он знает, чего хочет. Но чего же он хочет? Ответ прост. Смерти. В этой песне два голоса, жестокий и мрачный и мягкий и мелодичный. Первый явно принадлежит Shadow, и он, обращаясь либо к Сонику, либо к Марии, говорит, что наконец нашел свое призвание и просит о помощи. Он наконец уверен в том, что делает. Второй голос принадлежит либо Сонику, либо Белизарту, и он обращается к слушателю. Этот голос боится, что потеряет Shadow скоро и навсегда. Я лично считаю, что Shadow обращается к Сонику в своем тексте, потому что вряд ли он стал бы говорить «I need your hand». Это дословно переводится как «мне нужна твоя рука». Лирический же голос, по моему мнению, принадлежит Сонику. Просто потому, что я нахожу тупой теорию, что в такой глубокой лирической песне Белизард обращается к хуйне у себя на спине. Из диалога Соника и Shadow в этой песне можно понять, что они привязались друг к другу, ведь они так похожи. Но Соник чувствует суицидальный порыв Shadow и понимает, что вскоре он потеряет того, кто поддерживает его в бою. Признаюсь, я считаю этот трек просто гениальным, и я бы назвал его своим любимым, но... Наклз останавливает изумруды, но Белизард сливается с колонией, превращаясь в Анализарда, и тащит ее к земле. Соник и Shadow принимают свои суперформы и вступают с Файнализардом в бой. Во время боя на фоне звучит она. Этот трек нельзя в полной мере считать треком Shadow, нет, это скорее трек Соника. Но он непосредственно касается Shadow, поэтому я считаю его необходимо разобрать. Эта песня зовется Live and Learn. Ее написали и исполнили Crash 40, и я не могу описать словами степень своего восхищения к этой композиции. Эта песня своеобразный урок от Соника Shadow. Соник рассказывает, как тяжело бывает жить, что порой хочется просто потонуть, исчезнуть, но никогда нельзя сдаваться. Даже когда кажется, что все потеряно, надо искать новый смысл жизни, не прекращать движение, жить, жить и еще раз жить. Насколько же чудесна эта песня. Супер Shadow и Супер Соник одолевают Файнализарда и телепортируют колонию Арк на орбиту. Но ценой стала жизнь Shadow. No way that's getting through! Shadow, I beg of you, Maria! give them a chance to be happy! Now, Shadow! Chaos Control! Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Shadow никогда не был злодеем. Он не был и героем. В том-то и суть, он не знал, кем он был, для чего был создан. Он так надеялся, что попав на Землю, он поймет.
Но жизнь растоптала все его надежды, окунула его в пучину отчаяния, лишила смысла жизни. Единственное, что двигало им, последнее обещание, которое он дал, которое так хотел исполнить. Отовсюду изгнанный, уничтоженный, запертый, преследуемый. Но за что? Что сделал он? Что сделали его близкие? Sonic Adventure 2 делает для серии одну важную вещь. Стирает рамки добра и зла. Руж не была злодейкой, лишь работала под прикрытием. Соника тоже нельзя считать героем, он без зазрения совести ломал военным кабины. Даже Эгман открылся с новой стороны. А Шэдоу? Для меня Шэдоу всегда будет наисильнейшим героем. Смелым и благородным ежом, отдавшим все ради своего погибшего друга. Естественно, Шэдоу стал жутко популярным, и Сеге пришлось воскресить его в следующей игре. После про Шэдоу вышла отдельная игра, позже его персонаж и вовсе стал неузнаваемым. Сейчас Шэдоу типичная сониковская массовка без развития и разносторонности. Плохо ли это? Я считаю, что нет. Шэдоу уделили достаточно внимания, и я благодарен Sonic Team за то, что они дали ему такое шикарное развитие. Сейчас он состоялся, и он не тот, каким был в начале. Но разве это не прекрасно? Он переосмыслил жизнь, стал другим. Быть может, более банальным, но не всегда же ему делаться за счет тайны и загадочности. Однако Shadows Adventure 2 – великий персонаж. Единственный в серии, кто имел историю происхождения и чудесный разносторонний характер. Я призываю всех вас, даже тех, кто не знаком с серией, пройти эту великую игру Sonic Adventure 2 и прикоснуться к этой истории самому. Прослушать этот рассказ, который был написан. Да, он бывает глупым и нелепым, но он учит великим вещам. И так, как этому не учит ничто, через динамику и скорость. Порой мне кажется, что я навсегда останусь фанатом Соника. Да, и сейчас игры не те, но я продолжаю верить, что когда-нибудь, возможно, Соник сдвинется с мертвой точки. На сим я откланяюсь, не забыв предварительно рассказать о сайте, над которым я работаю. Sonic Metropolis призван переродить систему рейтинга в Team Sonic Racing. Мы создали свою систему рейтинга и собираем в играх пуловое лобби. Для участия необходимо зарегистрироваться на форуме Sonic Metropolis и написать в разделе Team Sonic Racing Participation, что вы хотите участвовать. А на пока, сайонара и до следующих встреч. Can you